Итак, нам надо понимать, что происходит на наших глазах, но объяснять некому. Поэтому разбираемся сами. И было у нас уже видео о Румынии совсем недавно, и события, которые там происходят, очень интересные, но мало освещаются всякими экспертами. Даже как-то замалчивается. И этому есть причина. Потому что это история о том, что современным западным политикам не хватает ни политической воли, ни политического мужества в принятии решений. И об этом прекрасно осведомлены лидеры автократии. Политическая воля, здесь этот термин употребляется в позитивном ключе. Когда автократы ломают конституцию, чтобы укрепить свою власть, это уже беззаконие и беспредел. А политическая воля нужна именно на то, чтобы решиться на какой-то шаг в интересах общества. И почему Румыния мне так интересна? А потому что, когда я автостопила, то, объехав Кавказ, Турцию и Балканы, где все было прекрасно, душевно, но когда меня спросили потом, какая страна понравилась больше всего, я вдруг неожиданно для самой себя выпалила: Румыния! И сама себе удивилась. Почему транзитная Румыния? Ведь она даже не была целью путешествия. Мистика какая-то. Не все было в той Румынии гладко, но я запомнила какое-то спокойствие и тепло от этой страны, где даже водители КАМАЗов говорили на ломаном английском очень даже прилично. Теперь эта страна доказала, что я в ней не ошиблась. Она всем утерла нос и показала, что такое политическая воля и как ее применять на практике. Канал Ірини Коновець-Поплавської. В прошлый раз мы говорили о том, что Румыния справилась с угрозой ее национальной безопасности еще на этапе токсичных видосиков. Но именно горькая судьба Украины их к этому подтолкнула, потому что они воочию увидели, к чему аналогичные видосики привели нас в 2019-м. И румыны просто взяли и отменили результаты этой священной коровы демократии, всеобщих выборов, когда поняли, что у половины румынских инфантилов мозг от видосиков в ТикТоке превратился в кисель, и адекватно мыслить они не способны. И тогда были назначены новые выборы как раз на 4 мая, то есть в ближайшее воскресенье, а всякие Еврокомиссии и Евросоюзы с ужасом, но безмолвно за всем этим наблюдали. Растерянные еврочиновники единственно пообещали провести расследование о безобразиях в ТикТоке. То есть не расследование о том, кто же кураторы Джорджеску, а всю вину возложили на ТикТок. Это все равно, что в убийстве обвинить пистолет, а не стрелка. И до сих пор расследуют. Вот представитель Еврокомиссии Том Ренье буквально на днях напомнил о себе и сказал, что комиссия продолжает свои диалоги как с ТикТок, так и с румынскими властями. Диалоги. То есть теперь это расследование называется диалогами. Но было очевидно, что если Джорджеску опять пойдет на выборы, то он их выиграет. А почему? А потому что половина мудрых румын уже отравлена этими видосиками. Как работает пропаганда, мы подробно рассматривали. Это практически всю жизнь эти люди будут плакать за Джорджеску, как у нас до сих пор кто-то там плачет за Юлией. А если добавить еще и образ мученика, то задача упрощается. Все эти технологии давно откатаны. Итак, первый тур новых президентских выборов назначен на 4 мая. А Джорджеску еще 26 февраля уже навострил лыжи в избирательную комиссию, чтобы зарегистрировать там свою кандидатуру. Как вдруг его вытаскивают из трафика посреди дороги и доставляют в Генеральную прокуратуру на допрос. И следуя политической воле и мужеству своего руководства, румынские прокуроры начали уголовное расследование по обвинению товарища Джорджеску в поддержке фашистских групп и подстрекательстве к действиям, противоречащим конституционному строю. И как его учили компетентные кураторы, Джорджеску тут же объявил о политическом преследовании, а его подельники взвыли в соцсетях: где теперь демократия, где партнеры, которые должны защищать демократию?
Ну, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку парировал, что это и есть демократия, когда закон применяется независимо от лиц. И что важно, прокуроры приказали Джорджеску не появляться в средствах массовой информации и не создавать новых аккаунтов в соцсетях в течение следующих 60 дней. Срок действия этих запретов истекал за неделю до президентских выборов, на всякий случай. Почему это важно? То, о чем всегда боялись говорить вслух. Осознание влияния пропаганды на мозги инфантилов. Это то, что под видом свободы слова творил Славик Шустер в Украине. Или Савик. Уже, слава богу, даже забыла, как его зовут. И когда Порошенко прикрыл эту лавочку, то европейские и американские грантоеды на него накинулись, как цепные псы. Вот Егорка Фирсов, только один из них, назвал это личной местью Порошенко, что он уничтожил бизнес Славика Шустера и его партнера Павла Елизарова, вынудил их закрыть телеканал и уехать. Понятно, что в такой атмосфере выиграть выборы в 2019 у Порошенко не было никакой возможности. И виновата в этом тоже Европа, которая таким вот образом ставила ему палки в колеса. И в этот же день, 26 февраля, вице-президент США Венс выступал в Мюнхене и, наконец, высказался о событиях в Румынии. Но от его риторики все схватились за валидол. Венс заявил, что выборы в Румынии были аннулированы на основании неубедительных подозрений разведывательного агентства и огромного давления со стороны ее континентальных соседей. Окрыленный такой мощной поддержкой, Джорджеску тут же подал жалобу в Европейский суд, который в панике собрался и 6 марта посчитал, что заявление его неприемлемо. В общем, отморозились. Но 7 марта Джорджеску все же выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах 2025 года. Румыния опять в шаге от пропасти. И представьте, если бы мы в 2019 не допустили каких-то сомнительно раскрученных кандидатов в президенты, то Европа порвала бы пороха на куски. Теперь эта самая Европа сжалась в комок и молчит, как рыба об лед, наблюдая, как Румыния борется за жизнь фактически в одиночку. И вот Джорджеску прибыл с пафосом в Центральное избирательное бюро в Бухаресте. Сотни его поклонников встретили, скандируя «Последняя попытка! Еще одна революция!». А растроганный Джорджеску сказал журналистам буквально следующее. 6 декабря демократия была убита. Сегодня румынский народ воскрес. Я подал документы с более чем 324 тысячами подписей из уважения к румынскому народу, который понял, что он должен защищать свою демократию и свободу слова. 9 марта Центральное избирательное бюро Румынии мужественно отклонило кандидатуру Джорджеску, понимая, что токсичные видосики в ТикТоке – это мощное идеологическое оружие, и к свободе слова они не имеют никакого отношения. А надо понимать, что на этот момент Джорджеску лидировал в вопросах общественного мнения и набрал бы около 40% голосов в первом туре. В официальном заявлении Центральное избирательное бюро пояснило свое решение тем, что Джорджеску, кроме всего прочего, внимание не гарантировал, что будет защищать демократию в Румынии. Ха-ха-ха. Джорджеску подал апелляцию в Конституционный суд, но и ту быстренько отклонили. Вот так румыны дружно спасают свою страну. И на это нужна была только политическая воля их руководства. А что Европа? Она все еще упорно молчит, как партизан в советских кино. И домолчалась до того, что довела до сказу Фицо,
Этот ярый путинист потребовал хоть какой-то реакции на события в Румынии и призвал Европейскую комиссию хоть что-то мяукнуть относительно выборов в Румынии и ситуации с пророссийским кандидатом Калином Джорджеску, как он написал в Facebook 11 марта. Зато этот странный миллиардер Илон Маск охарактеризовал решение румынского суда одним словом «crazy» на своей платформе X. Агентство Reuters в этой статье выразило мнение, что Европа еще не может отойти от потрясения изменением политики Белого дома в отношении Украины, а тут еще и поддержка штатами пророссийского кандидата. А ободренный Джорджеску все продолжал бить Европу по больному месту ее же ценностями. «Европа теперь диктатура, Румыния находится под тиранией», написал он в Твиттере на английском языке. «Прямой удар по сердцу демократии во всем мире». Но самое главное, что румыны разбудили Францию, Франция развернула антироссийскую агитацию. А что, так можно было? Подумал Макрон и дал отмашку своим. Французы, они что, раньше не знали о финансировании мадам Ле Пен из Кремля? Да все газеты трубили об этом. Но тут вдруг система весело заработала. Колесики закрутились, и французские судьи с прокурорами азартно и с огоньком принялись за дело. И 31 марта приговорили пророссийскую Ле Пен к домашнему аресту. И, о ужас, запретили ей участие в выборах 2027 года. В итоге Ле Пен получила 4 года лишения свободы, из которых 2 условные, а оставшееся время с электронным браслетом на ноге, чтобы остановить ее на пути к избирательной комиссии. Обычно во Франции наказание не применяется до окончания апелляционного процесса, но если надо, то судьи забили на это. Приговор немедленно был приведен в исполнение. И тут же догадайтесь, кто возмутился отстранением Ле Пен. Да, в первую очередь американская сладкая парочка. Америка, Америка. Канал Ірини Коновець-Поплавської. В общем, вся эта история о том, что демократический Запад очутился в кризисе только потому, что их руководители слишком долго отмахивались от челленджей, предпочитая не реагировать на вызовы. Они легко впадают в ступор, демонстрируя нулевую реакцию на важное событие в мире, иногда покажут свою обеспокоенность и опять впадают в спячку в ожидании того, что, может, кто-то найдется и покажет им путь. И, как видим, пока этот путь показывают молодые демократии. И именно поэтому, когда война идеологии вошла в острую, горячую фазу, и обычная беспокойность уже не проканает, то Европа не спешит чухаться, потому что в этой войне погибают одни только украинцы. Они все время собираются на какие-то саммиты, конференции, которые уже перешли в режим нон-стоп, как ежедневная утренняя планерка в коптерке у прораба. Но толку от этого пока нет. Пока что побеждают автократии. Инструменты у них есть. Разваливать противников изнутри, приводить во власть при помощи всеобщих выборов, всяких отморозков и еще много-много чего у них в арсенале.